Ассаламу алейкум, мои родные! Сегодня я приглашаю вас в путешествие за грань обыденного, где история оживает в каждом вздохе времени. В этом выпуске вас ожидает не просто пересказ. Перед вами разворачивается эпопея, в которой точная биография великого ученого Авиценны предстает в новом, сияющем свете. Мы погрузимся в водоворот судьбы, где древние споры таджиков и узбеков за наследие великой цивилизации переплетаются с эксклюзивными фактами, сокрытыми в тенях веков. Дорогие слушатели, позвольте поведать вам историю человека, чье имя навсегда вписано в золотые скрижали науки. Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина, известный в Европе как Авиценна, родился в 980 году в скромном селении Афшана, что близ древней Бухары, нынешнего Узбекистана. Его жизнь, словно восточная сага, полная блистательных открытий и драматических поворотов, стала мостиком между эпохами и культурами. Отец Авиценны, Абдаллах ибн Хасан, служил губернатором Хармайсана, района Бухарского эмирата. Мать Ситара происходила из того же селения, где родился будущий ученый. В доме, где царила атмосфера учености, юный Хусейн уже к 10 годам поражал окружающих. Он знал наизусть весь Коран. Его брат Махмуд разделял тягу к знаниям, но именно Хусейну суждено было стать светилом эпохи. Историки до сих пор спорят о личной жизни философа. Аль-Бейхаки, его современник, утверждал, что Ибн Сина сознательно избегал брачных уз, дабы не отвлекаться от науки. Хотя некоторые легенды упоминают мимолетный союз, достоверных свидетельств этому нет. Детей, как гласят хроники, у него не было. Свои труды он называл духовными наследниками. Представьте, 16-летний юноша, уже изучивший философию, право и медицину под руководством мудреца Абу Абдаллаха Натили, спасает жизнь самому эмиру Бухары, Нуху ибн Мансуру. За излечение правителя от тяжелого недуга юношу приглашают ко двору, где перед ним открываются сокровищницы знаменитой библиотеки саманидов. Здесь, среди свитков и звездных карт, рождались идеи его будущих трудов. Его перу принадлежат более 400 работ. Но два творения изменили мир. Первый – канон врачебной науки, энциклопедия, где слились воедино опыт Гиппократа, Галена и собственные открытия Авиценны. До XVIII века этот труд оставался главным учебником медиков от Кордовы до Парижа. Второй – книга исцеления, философская эпопея о природе души, логике и тайнах мироздания. А еще был трактат о музыке, где ученый математически вывел ее связь с гармонией Вселенной. После падения династии Саманидов в 999 году Авиценна, как птица без гнезда, скитался по городам Хорасана. Он служил визирем и лекарем в Гургандже, Рее и Исфахане, но дворцовые интриги не раз ставили его на грань гибели. Однажды, брошенный в темницу, он сбежал, переодевшись дервишем. Этот эпизод словно сошел со страниц «Тысячи и одной ночи». В июне 1037 года в городе Хамадан, нынешний Иран, сердце ученого остановилось. По преданию, причиной стала ошибка в дозировке опиума, который он принимал для облегчения колик. Ученики, оплакивая учителя, похоронили его с почестями. Через 9 столетий, в 1954 году, на месте скромной могилы воздвигли величественный мавзолей, символ благодарности потомков. Спор народов. Чьим сыном был Авиценна? Таджики видят в нем своего героя, ибо он мыслил и писал на фарси, языке персидской культуры. Узбеки гордо указывают на Афшану, где он родился, и памятник в Бухаре. Но в X веке, дорогие друзья, не было границ в современном понимании. Бухара была сердцем Мавераннахра,
края, где переплетались тюркские и персидские традиции. Авиценна принадлежит всему человечеству, как Ньютон или Конфуций. Он первым описал менингит и диабет, открыл заразность чехотки, ввел в медицину принцип эксперимента и наблюдения, опередив европейскую науку на 7 веков. Его автобиография, записанная учеником Аль-Джуджани, хранится в сокровищницах Стамбула. Легенды приписывали ему волшебный эликсир, но реальность впечатляет больше. Его труды переведены на 50 языков. В 1980 году ЮНЕСКО отметило тысячелетие со дня его рождения, а кратер на Луне теперь носит его имя. Споры о национальности утихли, но в Узбекистане и Таджикистане дети до сих пор учатся по его принципам. Авиценна, как звездный свет, не знает границ. Он напоминает нам, что истинная мудрость вечна. Так говорил историк, склонив голову перед величием прошлого. Мы подошли к завершению нашего сегодняшнего путешествия в мир знаний и мудрости. Пусть этот рассказ об Авиценне вдохновит вас стремиться к свету знаний и совершенствованию своей веры. Если этот выпуск нашел отклик в ваших сердцах, прошу вас поддержать наш канал. Поставьте лайк и убедитесь, что вы подписаны, чтобы не пропустить новые выпуски. Ваши комментарии и пожелания о том, чью биографию вы хотели бы увидеть в следующем выпуске, будут для нас ценным ориентиром. Пусть Всевышний одарит вас и ваши семьи благословениями, наполнит ваши дни миром и радостью, а сердца стремлением к истине и добродетели. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.